Сегодня у нас в гостях кассетный магнитофон National Panasonic 612. Аппарат выпускался как в черном виде, а также передняя панель выпускалась армированная алюминием. Аппарат рассчитан на широкий круг потребителей. Механика аппарата достаточно простая, то есть здесь нету никакой микропроцессорной техники. Уникальность данного аппарата состоит в том, что у него лентопротяжный механизм расположен под 45 градусов. При таком расположении кассеты получается намотка практически на любой кассете бобинок практически идеальная. Кассета внутри аппарата стоит как на витрине. В наличии кнопки основных режимов работы, а также есть автостоп. Также есть кнопка временной остановки, но я не совсем разобрался, как она работает. Кнопки достаточно крупные, имеют большой ход, такие как на электроника 302. При нажатии кнопки выброса она выпадает из посадочного места, но ниже есть ограничители, она останавливается как на витрине. При подключении наушников достаточная громкость, хотя выход нерегулируемый. Данный аппарат выпускался несколько названий. Это Technics 612, ну и соответственно, как у меня, National Panasonic 612. Кассета устанавливается в нишу, и для того, чтобы ее установить, нужна некоторая тренировка. Индикаторы уровня записи и воспроизведения на аппарате достаточно крупные. С правой стороны мы видим три кнопки. Первая кнопка у нас переключает режимы Dolby. Компрессор Dolby также работает при записи, если кнопка нажата. Остальные две кнопки, они отвечают за коррекцию и также за ток подмагничивания. Сейчас данный аппарат мы попробуем разобрать и посмотреть, что у него находится внутри. Раскручивается он следующим образом. Сначала снимаем переднюю ручку, потом заднюю ручку. Откручиваем гаечку. Ну и далее откручиваем 4 винта по бокам аппарата. Разборка несложная, немного ускорили видео. А еще один, кстати, винтик, который расположен внизу, он придерживает переднюю панель. Здесь передняя панель, она сделана совместно с крышкой, то есть это единая деталь. Откручиваем винтик и плавненько поднимаем вверх ее. И таким образом у нас открывается верхняя часть аппарата, ну и боковые, соответственно. На передней части у нас стоит два индикатора свободно стоящие, они ничем не крепятся, они прижимаются крышкой, когда мы крышку одеваем сверху. Сверху стоят над кассетой лампочки, которые освещают. Вот мы получаем полностью доступ к внутренностям магнитофона. Здесь мы видим лентопротяжный механизм, достаточно интересный выброс кассеты. И теперь попытаемся снять нижнюю крышку. Вот здесь у нас стоит механизм открывания крышки, сделан замедлитель дверцы, вот, для того, чтобы она плавно открывалась. И теперь снимаем нижнюю крышку. Для этого откручиваем один винт. И вот с пазов, которые посередине и внизу, поднимаем, приподнимая немножко, и вот таким образом легким движением у нас снимается крышка, и мы получаем полный доступ к нижней части и лентопротяжному механизму магнитофона. Удобство состоит в том, что таким образом полностью не надо откручивать платы, разбирать магнитофон. У нас здесь очень удобно расположены лентопротяжные механизмы, и вот мы с этой стороны можем здесь произвести все необходимые действия, смазать, проверить пасек, ну или просто хотя бы посмотреть, как движутся механизмы. Вот здесь все сделано наглядно, удобно для обслуживания. Ну и справа, соответственно, у нас есть плата
полностью открытая. Здесь можно посмотреть либо режимы работы, либо посмотреть качество пайки, произвести какие-то измерения. Схемотехника магнитофона также несложная, хорошо поддающаяся ремонтам, сделанная в основном на обычных биполярных транзисторах, но есть несколько микросхем шумопонижения, напряжение питающей сети как 110 вольт, так и 220. На передней части у нас стоит два индикатора свободно стоящие, они ничем не крепятся, они прижимаются крышкой, когда мы крышку одеваем сверху. Достаточно интересная передача вращения на счетчик. Счетчик у нас стоит впереди и стоит пасек под углом. Сзади аппарата у нас разъемы для входов и для выходов. Кстати, есть две пары разъемов по входу. Это RCA разъемы и обычный DIN. Сверху мы видим переключатель. Достаточно нестандартное решение для японских аппаратов. Схемотехника магнитофона, она соответствует тем временам, когда он производился. Мой аппарат сделан в 1979 году. Магнитофон может воспроизводить и записывать все 4 вида пленок. В обычном аппарате стоят либо переключатели на разные типы пленки, либо специальные контакты над кассетой, которые указывают магнитофону, какой тип пленки используется. Здесь же нужно знать параметры кассеты для того, чтобы установить правильные режимы работы. Механизм цилиндропротяжный сделан достаточно просто, можно сказать даже традиционно. То есть стоит обычный моторчик, который передает через плоский ремень у нас вращение на тон-вал. Ну и соответственно подмоточные узлы сделаны через либо шестеренки, либо там дальше через объединенные ролики.